Сейчас мы находимся вот здесь, город Хазянг. А вот эта дорога называется как Хазянг-Луп. По-русски, наверное, это золотой, типа, но переведем это как Хазянг-кольцо. Пусть будет Хазянг-кольцо, золотое кольцо, Хазянг-кольцо, Хазянг-Луп. Хазянг-кольцо. Здесь я уже накидал точки, по которым сегодня планируем ехать, то есть против часовой стрелки. Вот так. Точки, как всегда, накидал по карте. Какая там дорога будет в итоге, непонятно. Проблема в том, что сегодня был дождь, и если там дорога будет грунтовая, а не с твердым покрытием, то могут быть проблемы. Возможно, будет немножко челлендж. Тут, конечно, можно и на большей скорости закладывать повороты на серпантине. Только вот где гарантия, что за поворотом какой-нибудь вьетнамец навстречку не выйдет или на центр. Среднестатистический вьетнамец любит ехать по центру дороги. Поэтому 30-40 км в час. Тише едешь, дальше будешь. Спешить некуда. Мы едем не в точку Б, а мы едем. Дорогой ты мой вьетнамец, я тебе желаю, чтобы тебе в голову пришла мысль, зачем вот эта желтая прерывистая полоса нарисована посредине дороги. И эту мысль твой мозг думал до тех пор, пока он не найдет ответ. Чтобы ты терзался этой мыслью и в конце концов нашел ответ. Зачем столько краски потратили, чтобы нарисовать эту полосу? Ну неужто для красоты она здесь только? Если меньше 10 тонн, налево. Если больше 10 тонн, направо. BPS меньше 10 тонн, значит налево. Why it says more now? No more than? Okay. Okay. It's like Pulong Road, huh? Yeah. Only Hazang it will be like this on Holland, no? Like this? Yeah, 70,000 because it's in mountain, right? Mm-hmm. But yeah, actually not big difference with Pulong. Might do a left. Mm-hmm. And Pulong is like that's only like Pulong is only in the last part of Pulong, right? But this is Hazang and all the provinces will be like that. I mean in mountain. Yeah, but it is high mountain. Дорога здесь не очень хорошая. Там прям совсем разбитая.
водится в большом количестве. Поселок Зюзя на Хазианг-Лупе. Homo sapiens здесь встречается довольно часто. Разных видов, бледнолицые и местные. Владелица хомстея, в котором остановились, приезжала сюда в 2020 году попутешествовать по Хазианг-Лупу из Сайгона. И в итоге решила здесь открыть свой хомстей и остаться. Это уже второй человек. Вчера мы были в пиццерии, которые точно так же. То ли они итальянцы, то ли они французы. Тоже приезжали просто путешествовать по Хазианг-Лупу и остались. Открыли свою пиццерию. В этой деревне Зюзя было 2 или 3 хомстея. И после ковида они здесь как грибы пооткрывались. Турист пошел. Говорят, что если хочешь потише, то нужно брать хоумстеи повыше в горы. А ближе к центру движняк. Много туристов. Получается, турист кучкуется ближе к центру. Это здесь так выпивают. Кричат: раз, два, три, раз, два, три, раз, два, выпили. Вот. Местная самогонка. Правда, я так и не понял, это легально или нет ее здесь гнать и продавать. Ну, по крайней мере, стоит на столе, мне из-под полы ее приносят. Местная одежда у женщин очень цветастая. Похоже, базарчик местный. Сегодня воскресенье. О, они тут, видимо, торгуют по полной программе. В пробочку попали. Видимо, вся деревня вышла на воскресное развлечение. И шмотки продают, и посуду, и еду. В мешках, я так понимаю, рис в машине лежит.
Сегодня дорога получше, чем вчера была. Вчера были такие камни, что кое-где даже боялся брюхом сесть. Тут в горах довольно свежо. 17 или 18 градусов сейчас. На мопеде едешь, обдувает, прям чувствуется, как намного прохладнее, чем там внизу. Даже забрало потеет от дыхания. Как всегда в горах, за каждым поворотом останавливаюсь, чтобы делать фотокарточки, снимать. Красота за каждым углом. Спустила заднее колесо. Почти спустила. Идем в ближайший поселок. Попытаться починить его. Пипец тяжелый, когда его нужно толкать в горку. Семай. mình chỉ có các bạn cứ chỉ nói tiền hai thôi em lấy kim bóc bốn cái lớp vỏ ni lông đi ra chứ cái gì
той стороны дороги, если ехать из Маувана. What's that town name? Мауvan? Бауман? Миован? Melva. Миовак. Из Миовака, если ехать, то слева, по левую руку. Что-то здесь никого нету в этой забегаловке. Возможно, из-за парковки. Не очень удобная парковка. Ее по факту нет, парковки. You will smell like шашлык. Похоже, перекрыта дорога. Видимо, сошел какой-то оползень. После вчерашней поездки по живописным местам остановились в городке Донгванг и тем самым завершили правую часть Хазянг-Лупа. Сегодня стартую из Донгванга, и вот за один день планирую вернуться обратно в Хазянг.
Вот эта дорога, предполагается, должна быть получше. Она довольно изъезженная туристами. Поэтому вот эти 130, по-моему, километров или 140 километров за день вполне можно осилить. Что-то, похоже, сегодня еще холоднее, чем вчера. Что-то я прям подмерзаю. Думаю, сейчас найду местечко внизу, а то здесь сейчас серпантин, негде остановиться толком. Распакуюсь и немножко утеплюсь. А то, если все 140 километров будет такая холодрыга, я дубу дам. Да, это, конечно, на байке не на Джамале. Когда открыл багажник, достал, что нужно, закрыл багажник. А я еще говорю, Джамал маленький. BPS маленький. Надо распаковать, упаковать, привязать. Все, барахло свое. Достать. Сейчас. У меня кофточка в самом низу была. Мне бы еще вспомнить, с какой стороны этот низ. По-моему, здесь кофточка была. Так. Здесь. Быстренько. Вот эта кофточка. Где кофточка? Наш. Во. Во. И сразу, я вот думаю, штанишки, что ли, переодеть в теплые, а? Сразу, а? Вот это будет вообще кайф тогда. А пошли все нахер. Буду переодеваться. Прямо здесь. На дороге. А чё, холодно. Надо утепляться. Штанишки хорошие. Теплые. Ой. Это просто какой-то кайф. Что-то я сразу не подумал в отеле, что сегодня будет так же свежо, как вчера. А оказалось еще свежее. Зато с каким сейчас удовольствием я буду ехать. Потерял 20 минут на переодевание, перепакование. Но зато они того стоят, эти 20 минут. Ой, как они много мне принесут комфорта в сегодняшнем путешествии.
Глянь, что у меня еще есть. Ну теперь я утеплюсь по полной программе. Ну теперь в теплоте хозяин будет в 3 раза краше. Хорошо. И рукам тепло, и груди тепло, ветер не продувает, и ногам тепло. Это просто праздник какой-то. Проехали 1000 километров. На Хазян-Лупе получилось 1000 километров путешествия. Получается ровно неделя путешествия. Выехали в воскресенье, сегодня понедельник. Началась 2-я неделя путешествия. Или точнее сказать, вчера началась 2-я неделя. Да как считать? Наверное, правильнее будет сказать, вчера была 2-я неделя, начало 2-й недели. Серпантинчики такие очень крутые и короткие, прям тюх-тюх-тюх-тюх. Прикольно. Но мне на серпантин больше нравится ездить наверх. Как-то вниз немножко мне страшновато. Наверх вроде газку подаешь, он лучше тянется, меньше. Более устойчивый, что ли, кажется. А вот ниже вроде, я не знаю, я задний тормоз использую. Правильно я делаю это или неправильно, Бог его знает. Надо матчасть читать. Как это должно делаться грамотно. На серпантине вниз, вверх.
Они делают огороды прям вот на склонах. Есть кусочек земли, они там сразу что-нибудь сажают, грядочку. Потому что здесь камни, скалы, горы, места совсем мало. Вот они по этим горам лазают с грядки на грядку. Как таковых полей больших здесь в горах нет, там внизу только. А в горах вот по склонам. Так за день напрыгаешься по этим грядкам. Вот байки припаркованы. Это люди где-то в гору пошли на грядки. До пещеры нужно где-то километр пешочком пройти. Посмотрим, что там за пещера. Большая или маленькая. Вот чьи-то грядки на горе. Похоже, кукуруза. Кажись, дошел. Много туристов навстречу шло. В приличную горку поднялся. Даже не холодно теперь. Большая пещера. Похоже, все разошлись из пещеры. Остался я один. Да интересно, да, так посмотреть. А, кто-то пришел, слышно людей. Какое облако мощное опускается. Интересно, я это в него еду или нет? Пока вот в горку карабкаюсь, все ближе и ближе к этому облаку. И по направлению к нему тоже.
Но люди вроде сухие едут оттуда. Кажись, я все-таки заезжаю в это облако. Становится туманно. Интересно, прям видно, как движется это облако. Во. По левую руку вообще нет ничего. По правую, точнее. Одно сплошное серое молоко. Грозовая тучка. Я в грозовой тучке еду, получается. А тут в тучке прям так свежо. Подъезжаю к Хазянгу снова. Завершаю луп. 4 километра осталось. Хазянг луп прошел. Получается за 3 дня. Да. 3 дня спокойно. Первая половина дорога довольно плохая. Вторая половина дорога хорошая. Едешь довольно быстро. Вот 140 километров сегодня с остановками, с фотографированием. Прошел. Сейчас уже 6:30. Темнеет. Так что самое нормально. Заканчиваю. Совсем по темноте тяжело ехать. Машины слепят. Со стеклом совсем тяжело ехать. По нему такие полосы начинают идти. А без стекла с открытым забралом как-то глаза дует. Пыль летит всякая, мошка, комары. В общем, неудобно. Завтра уходим из Хазянга, держим путь на восток. Теперь цель из Хазянга Каобанг. Это на восток. Но Каобанг довольно далеко. За день не домчу. Это точно. Поэтому буду двигаться с пит-стопом. Офигенно. Тут, подожди, налево.
с пидстопом в Меоваке. Я не знаю, говорил или нет, помнишь или нет, но когда был на лупе, этот Меовак проезжал. Сейчас поеду тоже на него, ну, по трассе. То есть у меня получится такой большой луп. То есть закольцую маленький туристический Хазян-луп и большой Хазян-луп, который лупом не считается. Но на карте он изображен как луп. Сейчас я давай остановлюсь и покажу на карте, чтобы понятнее было. Вот он, Хазян-луп, который я завершил. Вот эта вчерашняя дорога, что-то она пока еще не докрасилась. Видимо, не синхронизировалась еще с телефоном. Вот. А мне нужно сегодня сюда. Но я поеду вот таким кольцом. И в итоге получится, вот, гляди, у меня вот такой закрашенный Хазян большой луп. А держу я направление вот сюда. Каобанг. И, конечно, ты спросишь, почему не вот так? Почему ты совсем против шести едешь в Меовак? Логично-то ехать по трассе. А потому что там есть один пшик. И вот здесь вот он отображен точечкой. По-прежнему пасмурно и довольно свежо. Сегодня я сразу оделся по-зимнему. Не стал эксперименты ставить с легкой одеждой. Жалко, что пасмурно. Я люблю солнышко. Солнышко меня радует. А пасмурность меня не очень радует. Посмотрим, как там на востоке. Говорят, какой-то циклон с севера, с Китая идет. То есть, возможно, на всей территории, вплоть до Ханоя, будет дождливо и пасмурно. Даже туда, ближе к морю, на восток, скорее всего, погода будет такая же. Если, конечно, только за время моего пути не распогодится. Вот, я, наверное, сейчас еще точно заеду на заправочку. Заправлюсь, если она работает, а она работает. И уже буду давить по полной программе. Без остановки до Меовака мне хватит. С лихвой. Вот сейчас 95-й зальем. Ну все, заправился на 95 дирхам полный бак. Сейчас я сделаю фотокарточку, на сколько километров я заправился, чтобы проще было считать. 131. Вот это уже 1131 к началу путешествия. Оденусь потеплее. И, наверное, я даже надену варежки. Надену варежки. Раз уже остановился. Вот они у меня припасены рядышком.
видишь, я вот варежки надел. Так что мне тепло и хорошо. Обещаю, что вторую я тоже надену. Но ее так тяжело снимать и надевать, поэтому я сейчас выключу GoPro. И, наверное, уже до встречи в Миоваке. Сегодня я мчу. Если ничего сверхкрасивого или неожиданного не произойдет, stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Помню, задачка была в школе по физике. Идет дождь, и мячик лежит, не двигается, и мячик катится. На какой мячик больше упадет капель дождя? Тогда я эту задачку решить не смог. Сейчас наблюдаю. Если предположить, что я с BPS-ом это мячик, то когда я стою, на меня попадает намного меньше дождя. Он такой маленький, что его почти не чувствуется. Но когда мы едем 30-40 км в час, возможно, я думаю, даже слышно, как бьют капли по забралу. Намного больше дождь кажется. Таким образом, гештальт закрыт. Задачка решена. На движущийся качущийся мячик попадет больше капель дождя. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Развозюхали здесь грязюку. Да подожди, видишь, тут грязно. Не до тебя мне. Тут грязно и скользко. У тебя 4 колеса. И все 4 ведущие. А у меня 2 колеса. И только одно ведущее. Так что, пожалуйста, войди в мое положение. Мне не хочется навернуться на этой скользкой глине. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Do I wonder? Oh, I just wonder. It really makes me wonder.
Эта дорога Большого кольца мне тоже понравилась.